train terminates there. All passengers are requested to leave the train. Да, сам, да? Ты к нам? Ты к нам? Часть третья, заключительная. Ваш гид по Регенсбургу. Друзья, привет, я Альбина, и я блогер. И продолжаю, как вы уже догадались, прогулку по Регенсбургу. И хочу обратить ваше внимание на отель «Настоящий дворец» Евростарс Парк Отель. Здесь останавливалась баварская аристократия аж с имперских времен. Если вы хотите прочувствовать всю эту дворцовую атмосферу, то вам сюда. Тем более место расположения здесь шикарное. В 500 метрах от него находится вокзал, а также в пешей доступности и вся старинная часть Регенсбурга. А это значит, что все достопримечательности Регенсбурга вы сможете увидеть, просто прогуливаясь, и не надо думать о транспорте. Хотя и транспорт здесь тоже в 500 метрах от вас. Автовокзал. Не переживайте, внутри есть все удобства, отель современный. У меня возникла идея хотя бы ночь здесь потом как-то провести в этой атмосфере дворцовой. Ну, а кто-то может даже здесь провести и свадьбу. И цена за ночь приемлемая, примерно 100 евро. Ну, а я пойду дальше, как всегда, прорекламировала что-то бесплатно. Не знаю, как вам, но мне нравится так прогуливаться, смотреть на здания, обращать внимание на какие-то мелкие детали. Вот и вы обратите внимание на балкончики, на фасад здания. Совсем не похоже, да, на баварские. В общем, Регенсбург меня поразил и сломал все стереотипы о Германии. И что-то интересное встречается буквально на каждом шагу. В средние века патрицианские семьи, пытаясь превзойти друг друга, старались сделать свой дом самым высоким в городе и самым красивым. И в результате городской пейзаж превратился в романтическое море башен. А церквей в этом городе, бывшем некогда значимым католическим центром, построено больше, чем вы способны осмотреть за одну поездку. Я в этом убедилась. Вот, посмотрите, ранее это был чей-то дом, а сейчас здесь сделали кафе. Чем вам не Италия? А я подхожу к старинной капелле. Сами вы навряд ли бы сюда пришли. Здание снаружи особо не привлекает внимания. Но ее богатая история, а внутреннее убранство вас удивит. Старая капелла находится в нескольких шагах от Соборной площади и впервые упоминается в IX веке. Тогда здесь располагался дворец баварских герцогов. Но в XI-XII веках здание было полностью перестроено. Обратите внимание на надпись на табличке. Написано на кириллице в память великому славянскому апостолу Методию, который пребывал в Регенсбурге в 870 году. За не очень приметным фасадом капеллы скрываются роскошные интерьеры XVIII века в стиле рококо. Искусная лепнина, изобилие позолоты, восхитительные фрески и утонченная резьба по дереву. А еще в церкви хранится икона Марии, Матери Иисуса, которая по преданию была написана самим апостолом Лукой. На иконе изображена Мария с младенцем Иисусом на руках. Икона была подарена императору Генриху II папой Бенедиктом VIII в 1014 году по случаю коронации на пост императора Священной Римской империи. Как видите, к сожалению, сегодня закрыто, и икону не удалось увидеть. Но внутреннее убранство этой капеллы меня удивило. Согласитесь, да? Она не похожа на другие германские церкви. Это как смесь стиля готики со стилем рококо. Ничто вам не напоминает? Например, на аббатство Эмером богатой семьи Турнентаксис рассказывала в прошлом видео. И это неспроста. После реконструкции программу оформления интерьера этой базилики разработал придворный скульптор принцев Турнентаксис Симон Зорг. И весь интерьер церкви изображает жизнь императора Генриха II.
А в центре драматического интерьера находится верующий, сосредоточивший свое земное существование на вечной жизни с Богом. Еще один факт. Во время визита в Регенсбург в 2006 году Папы Бенедикта XVI в капелле был торжественно установлен новый орган. Его так и назвали органом Папы Бенедикта. И этот церковный орган в настоящее время является единственным органом, лично освященным Папой, который сейчас используется для богослужения и регулярной церковной музыки. А также в этой капелле, как и среди прочих, хранят бережно произведения лихтенштейнского композитора Иосифа Габриэля Райнбергера. Друзья, все, что узнала об этой капелле, я вам рассказала. Теперь немножко посмотрите интерьеры. Друзья, впереди та самая старинная икона Луки. Рядом еще здание, загляну и сюда. Впереди вы видите мужской монастырь Иосифа. Тоже старинное здание, но сюда уже заходить не буду. Находится прямо рядом на этой площади со старой капеллой. Ну, чем вам не Италия? Посмотрите, дом в итальянском стиле с округленными окнами. А эта улочка напоминает Сицилию, Палермо, сицилийскую мафию, каменные здания. Еще погода нам подыграла. Обычно бывает пасмурно здесь в Германии, а здесь и солнечно. Чья-то художественная галерея. И обратите внимание на потолок, тоже церковно-католический, да? Я подхожу к треугольной площади в центре старого города Хайтплац. В середине века она была местом проведения рыцарских турниров. Переводится как «неспаханный луг». На этом месте раньше люди организовывали пешие и конные прогулки. А доминирующим зданием площади является похожий на крепость Голденес Крой, Золотой Крест, патрицианский дом, самые старые элементы которого датируются 8 веком. А впереди вы видите фонтан Юстиции. Правда, он сейчас не работает. Он был установлен в 17 веке. Его главным украшением является фигура богини Юстиции с весами и мечом, что символизирует справедливость. Важно отметить, что фигура Юстиции на этом фонтане изображена с завязанными глазами, как символ беспристрастности правосудия. Площадь окружена зданиями различных эпох, многие из которых относятся к Средневековью и эпохе Ренессанса. Одним из самых примечательных является палаццо Турнум Таксис, когда-то принадлежащий этой могущественной семье. А список известных личностей, которые останавливались в доме Золотой Крест, довольно длинный и включает в себя императора Священной Римской империи Карла V, который здесь останавливался трижды. Не менее поразителен Нойвак, дом новых весов, бывший бюргерский дом, который в 15 веке был выкуплен городом и превращен в палату. А фонтан правосудия раньше был питьевым источником.
Дома имеют яркую окраску, что придает площади живописный исторический вид. Друзья, я подошла к площади, где находится главный театр Регенсбурга. Это один из старейших театров Баварии. Он был основан в 1804 году и за свою долгую историю стал культурным центром, предлагающим разнообразные постановки от классических опер и балета до современных пьес и музыкальных шоу. Театр расположен на Бисмарк-плац, одной из центральных площадей города, и представляет собой величественное сооружение в стиле классицизма с характерным для этого стилем фасада, украшенными колоннами и фронтоном. Фасад театра выполнен в светлых тонах, что придает ему элегантность и торжественность. А эти входные двери ведут в просторный вестибюль, где мраморные элементы и изысканная лепнина создают атмосферу роскоши и утонченности. Но заходить сегодня не буду. Друзья, вы знаете, куда я подошла? К Шотландской церкви. Это бывшее бенедиктинское аббатство, захватывающее историей. Этот монастырь был основан в XI веке ирландскими миссионерами, и вплоть до XIX века им управляли ирландские, а затем и шотландские монахи. Именно и это стало причиной получения им такого, казалось бы, неожиданного названия – Шотландский монастырь. Многое из того, что вы видите сегодня, является результатом реконструкции XII века в романском стиле. Целую треть северного фасада занимает северный Скоттон-портал, шотландский портал. Обратите внимание, по бокам от входа находятся гораздо более удивительные изображения, такие как сирена, орлы, крокодилы и даже дракон, поедающий льва. Вторая необычная церковь Германии за сегодняшний день. А для меня еще она и мистическая. Расскажу вам сейчас. Слышали, как захлопнулись двери? Зашла я в эту церковь почти к закрытию, к 6 часам вечера. Никого не было. Осмотрелась, посмотрела все, полюбовалась. И когда стала выходить, двери-то не открываются. На дверях я увидела большие железные замки, которые были заперты. Дергала туда-сюда, не получается. У меня был шок. Думаю, ну все, мне здесь ночевать. Зарядка в телефоне на исходе. Даже не смогу позвонить. Думала, что двери здесь закрываются автоматически в 6 вечера. В общем, простучала я во все двери. Успокоилась, сидела, думаю, что делать. И город не мой, чтобы вот так сразу кому-то позвонить, чтобы кто-то пришел и открыл. Ну, в общем, посидела я так 10 минут, и чудо, двери открылись. Кто-то тоже зашел посмотреть на церковь. В общем, я со страхом, но радостная выбежала. А вы полюбуйтесь на внутреннее убранство церкви. Потолок интересный. И снова антикварный магазин. Захожу во внутренний двор епископа, и здесь вот у входа такие витрины. В этих зданиях, построенных рядом с собором, в период готики и ренессанса размещались регенсбургские епископы,
Останавливались катеры во время их пребывания на Рейхстаге. Здесь же в 1810 году объявили о передаче Регенсбурга королевству Баварии. Теперь в этом дворе находится музей сокровищ собора, богатая традициями гостиница с уютной кафешкой в саду и магазины. А я зашла сюда посмотреть фонтан «Проповедь гусям», который установили в 1980 году. Сюжет основан на средневековой истории. Изображенный на фонтане священник добродетельно проповедует статуи гусей. А если зайти сзади, из складок его одежды выглядывает лиса с самым жирным гусем. Мораль, наверное, такова, что не надо доверять проповедникам. Ну а вы как поняли этот фонтан? Напишите в комментариях, интересно. А здесь проживал композитор церковной музыки, руководитель музыкальной школы Питер Рейсбахер. Вышла к воротам порта Притории, о них я рассказывала в прошлом видео. Здесь был лагерь легионеров Марка Аврелия, и отсюда начал разрастаться Регенсбург. Сегодня закрыто, но и так все видно через стекло. Сохранившийся кусочек башни. Я сейчас пройду и дальше покажу вам тоже эти старинные ворота. И здесь сохранившаяся часть ворот порта Притория. Можно немножко вдоль этих ворот прогуляться. А так выглядит музей судоходства. Кому интересно, можно посетить. Но уже вечереет, а мне еще возвращаться в Нюрнберг, поэтому я это дело оставлю на потом. И можно в следующий раз будет посетить этот музей. Он виднеется вдалеке достопримечательность каменный мост Регенсбурга. Друзья, а я уже еду обратно на поезде в Нюрнберг. И вот новшество Германии. Теперь вот бутылки и крышки от бутылок уже полностью нельзя открыть. Это сделали для того, чтобы крышки не терялись, чтобы сохранить природу.
Richtung links. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste bitte alle aussteigen. This train terminates there. All passengers are requested to leave the train. Друзья, догадайтесь, это какое кафе? Думаете, узбекское? А нет. Турецкое кафе «Джан». И здесь же есть рядом магазин «Джан» турецкий. Рекомендую. В Нюрнберге. Ты к нам? Ты к нам? Да, сам, да? Обзор цен в ресторане «Жан».